Первый сезон, первый эпизод. Мы в Аргентине. Мы с вами немножко познакомимся, поговорим, потом я покажу видео, которые мы записали за прошедшие 2 недели жизни в Буэнос-Айресе. И, может быть, потом еще немножко поговорим. Это Катя, Андрей и Сева. Выбирая страну для релокации, мы рассматривали сначала те страны, про которые хоть что-то знаем. Таиланд, Индия, Египет, Турция, Малайзия, Индонезия, некоторые страны Центральной и Восточной Европы. Со временем круг стран расширялся. Туда попал Китай. Общаясь с друзьями, мы узнавали новую информацию про эти страны. А страны Латинской Америки вообще не рассматривали, потому что мы никогда здесь не были, и мы не интересовались этим континентом. Проанализировав отношение к иностранцам, уровень жизни, затраты, климат, продукты, что Аргентину точно стоит посетить. Здесь достаточно простая процедура получения гражданства либо ПМЖ. Из минусов здесь нестабильная экономическая ситуация, большая инфляция. Вроде как говорят, тяжело с работой. Есть по-настоящему опасные районы, где могут устроить гоп-стоп с оружием и ножами. Информацию, связанную с опасностью, мы читаем в чатах, но на себе за первые 2 недели проживания не испытали. И среди наших знакомых также никто не встречался с такими ситуациями. Надеюсь, что так оно и дальше будет продолжаться. Просто мы стараемся ходить в тех районах, которые считаются безопасными, и если нам приходится посетить новый район, то мы внимательно изучаем эти места. На середину ноября у нас был запланирован отпуск, и получается так, что в отпуск мы уехали, а обратно не вернулись. Сейчас основная задача выстроить быт, идеально приспособиться таким образом, чтобы получаемых денег сейчас хватало на покрытие всех расходов. Примерно за 1,5, может быть 2 месяца мы начали готовиться к релокации, отсортировали все вещи в нашей квартире. Также для релокации нужно было подготовить пакет документов, которые мы забираем с собой. Вокруг пруда я пробежалась. Также мы посетили врачей, лечили зубы. Каким-то чудом нам удалось все это настроить, и мы улетели 12 числа в отпуск. В отпуске мы были в Эмиратах и уже оттуда планировали поездку. Находясь в отпуске, мы смогли найти квартиру, первую нашу в Буэнос-Айресе, купить билеты, разобраться с требованиями к перелету. Летели мы авиакомпанией Emirates. В сумме перелет в самолете занимает 20 часов с учетом поездки в аэропорт и потом поездка сюда, наверное, все заняло 28 часов. Акклиматизация и разница во времени прошла достаточно мягко. Мы вылетали рано утром, в 8 утра, и прилетали около 9 вечера. С учетом разницы во времени получилось почти 30 часов. По сути, мы приехали поздно вечером в квартиру, подписали договор, легли спать. На утро встали, как будто и нет никакой разницы во времени. Мы совершенно ничего не знали про этот город, поэтому первую неделю просто ходили по нашему району, аккуратно выезжали в другие районы и присматривались, что тут вообще происходит. Сейчас мы знаем несколько фраз на испанском, может быть, по 100 слов, и каждый день занимаемся языком. Здесь появляются знакомые ребята, и нам подсказали про процедуру записи в детский сад на следующий год и в детские колонии, как они называются, на лето. И мы смогли записаться. Сейчас нужно догрузить некоторые документы, и надеюсь, что Сева сможет заниматься в садике. Сегодня мы нашли квартиру и забронировали на следующие полгода. Первое наше место жительства в Буэнос-Айресе — это район Палермо, улица Либертадор. Очень хороший район. Первое впечатление: у нас не были испорчены какими-то негативными моментами в плане района.
Наша первая квартира в Буэнос-Айресе на проспекте Либертадор. Так выглядит наш гардероб. Ванная голубого цвета. Интересная особенность. У аргентинцев нету шлангов, только стационарные души. Спальня. Все очень симпатично, но грязно. Вот такая кровать. Окна выходят во двор, внутренний двор, в котором никто не гуляет. Такой световой колодец. И кухня. Окна в этот же двор. Да, крутая кухня. Вуаля. Приходим. Открываем. Наша первая прогулка по району. Идем в метро за картой Сува. Это карта для того, чтобы ездить на общественном транспорте. Метро, автобусы. Метро стоит 9 рублей, сколько я понял. Хорошая зеленая зона. Проспект VIP. Пассажир. Мы на улице Флорида. Все, пешеходная улица. Очень жарко. Мы на автобусной остановке Кордоба. Светофоры очень мало работают. Секунд по 20, наверное. Приходится шоссе переходить за 2 раза. Очень много зелени, сейчас весна. Хорошо. У нас с Севой была утренняя прогулка. Мы были на площадке, купили фруктов и что-то еще. Возвращаемся домой. Сейчас покажу вам подъезд наш. Такой вот вход. Так выглядит наш подъезд. Сидит консьерж. Песни поет. Интересные, латунные, настоящие, такие мятые. Как-то хорошо. Садик даже небольшой. Вроде не завел. На каждом этаже. Тема следующая. Да, открываем, заходим. Заходи, давай. А, да, я первый. Что Сева первый любит выходить. Пап, мне уже нравится первым выходить и встать. Открываем, идем вверх. Значит, вот эти продукты нам обошлись на 700 рублей. Где 350 рублей это манго и папайя. Вот эти. Все остальное тоже на 350 рублей. Килограмм клубники, например. И купили еще удлинитель. Удлинитель стоит 617 рублей. Краски стоят 313 рублей. Прогулялись с Севой до памятника Колумбу. Вода очень грязная, купаться совершенно не хочется. Дорога идет вдоль аэропорта, постоянно взлетают самолеты. Папа, пойдем научиться говорить Так, там вот океан. по-испански. Уля. Правильно, Сев, молодец. Что, вниз хочешь сползти? Так, это мы вот на крыше нашего дома. Здесь выход на крышу. Там вот парки. Там океан вдалеке. Тут у нас бассейн есть. Где это он? Вот там. Но он грязный, мы в нем не купаемся. Пришли болеть за Аргентину.